Друзья, в субботу было открытие моей выставки в Москве, и я еще покажу вам какие-то фрагменты. Каждого ролика я буду показывать какую-то часть экспозиции, а в середине покажу, как рисовал шаржи, сам процесс, как это все происходит. Очень весело. Очень рекомендую. Рисуйте шаржи на ваших друзей, знакомых. Ну, если они, конечно, к этому нормально относятся. Одна девушка, это был у Леши Красавина на выставке, царство ему, где-то совсем в центре была выставка, недалеко от Кремля. И мы собрались, его поддержка, группа поддержки художников и гости. И одна художница, или художник, как правильно говорить, подошла ко мне. Она знакомая, она была у меня много раз на классах, психолог. Нарисуй на меня. А мы с Бато часто это делаем, и Бато там тоже рисовал, мы менялись, то он, то я. И рисуем довольно-таки жестко. И Бато все время подходит ко мне, когда я рисую, и говорит так потихонечку: пожестче, пожестче. Ну, все вроде бы к этому привыкли и очень веселятся. И эта девушка попросила. Она была очень выразительна, в длинном таком балахоне. И я заметил, что с шариком она там ходила где-то. И я ее нарисовал в полный рост. И с шариками. Когда все хохотали, когда она увидела то, что я сделал, ну, обычно показываешь, она взяла лист вот так вот, швырнула и тум-тум-тум, и ушла. Больше она, к сожалению, со мной не общалась. Ну, психолог вылечивает души человеческие. Вы просили меня показать каталог Фешина. Олег Абрае написал: покажите нам каталог Фешина. Выглядит он вот так. Это большая книга, тяжелая, ничего тут не понятно, по-китайски. Она очень интересна. Ну, вы, наверное, не сможете ее заказать, если китайский не знаете. Иероглифы. Она очень интересно сделана, потому что вот видно, насколько ребята, ну, вообще как подходили к работе. То есть портрет, фрагменты, бывает еще глаз фрагмент и еще чего-то. То есть вот не жалея сил. Видите, да, портрет, фрагмент. И бывают фрагменты сильно увеличены. Видимо, это делал человек, влюбленный в творчество Фешина и желающий докопаться до сути, как это вообще все сделано. Что, в общем-то, очень сложно, практически невозможно понять, как мастер работал. Он считал, что ему и язык английский не обязателен. Главное студентам видеть, как он это делает. По себе знаю, что этого не очень достаточно. Может быть, недостаточно. Потому что в основе лежит его видение. А то, что он делает, часто выглядит со стороны как парадоксальное. Там, условно говоря, ты видишь, я не знаю, теплый лес, а художник, мастер, может ультрамарином все заложить. Ты не успеваешь за его мыслью, ты не понимаешь, как он мыслит. Как я мыслю, я рассказываю, когда пишу. И те, кто у меня бывает на живых классах, я доношу до них информацию о том, как я вижу и что я делаю. И что это предварительная, может быть, какая-то жуткая, непонятная, абстрактная закладка. К чему я стремлюсь, я рассказываю. Это, кстати, на видеоуроках тоже видно, заходите в школу. Урок, класс — это не так важно. Фактически часто уроки я делаю просто на классе, записываю и для вас монтирую потом. Александр Греб, наверное, когда потеет талантливая душа, 5 мазков достаточно. Знакомые ребята рассказывали, как они устраивали соревнования в МСХШ, рисовали натюрморт, какой-то медный таз, Бато, по-моему, рассказывал. И была задача, они сами просто для себя делали такую задачу. Соревновались, кто с наименьшим количеством мазков передаст блеск медного таза. А там куча бликов, как я представляю себе, да? И вот художник берет, у него холстик, берет, делает, значит, замес,
Все стоят вокруг, говорят, раз, два. Ну и побеждал кто там за 5 мазков. Кстати, за 5 мазков можно написать медный таз. Да. Очень интересная задача. Кстати, почему бы всем нам не попробовать ее выполнить? Попробуйте что-то такое, я не знаю, может, стеклянный какой-то стакан. Чем больше там всякой сложности, передать наименьшим количеством мазков. Вообще путь к минимализму, к простоте в живописи для меня лично представляет большой интерес. То есть научиться передавать объемную сложную вещь просто и там, где надо, не всегда, но это применять, сочетать простоту и многосложность, для меня это задача и интерес. Это вызывает очень большой интерес. Лилия Килимнюк, слава, у вас замечательные уроки. Ой, это очень хорошо. Именно вы зажгли во мне желание взяться за живопись после длительного перерыва. Ну, такой вот у меня был, я поделился этим опытом. А раздражителей всегда будет достаточно. Этим мы растем, это правда. Кстати, очень часто приходят завистники. Пожелаем им здравомыслия и доброты в душе. Ну да, пожелаем, конечно. Зависть штука поганая. Почему, как мне представляется? Я не завидую, я не знаю, что это такое. Наоборот, радуюсь успехам других. Но радость — это же окрыляющая штука, а зависть — тормоз такой. Это наоборот какая-то закрытость. Раз ты закрыт, через тебя не проходит поток вот этой радости. Чем более ты открыт, естественен. Человек естественный, он открытый. Закрытый, зажатый — это неестественно. Он закрылся так, что через него ничего не хлыщет, никакой поток. Там ручеечек маленький струится. Глаза такие маленькие, как бойницы, из них выглядывает в этот мир и выискивает завистник. Как ему кажется, что весь мир вокруг виновен в том, что у него что-то там не получается. Так работать просто надо. Тот же Фешин, вот на предыдущий вопрос там было о тени, там, о 5 мазках, помните? Он говорил, что если бы мои работы имели запах, то вы бы почувствовали запах пота. На этой ноте мы идем с вами работать. Небольшой анонс из школы и видеофрагмент с выставки, которая работает ежедневно, кроме понедельника, с 12 до 19 часов. Приходите, пожалуйста, посмотреть работы живьем. Друзья, хорошая новость. Я выпускаю 23-й урок в онлайн-школе живописи «Архитектурный пейзаж». Солнечный летний день в Гурзуфе. Архитектурный, причем довольно со сложной перспективой, потому что улочка от меня идет вверх, дом стоит очень кривенько-косенько, и нужно очень многое здесь учесть. Но самое главное, это по рисунку, да? Но самое главное, что солнце создает такую игру тонких отношений на этом здании, теплых, и теплохолодность настолько тонка, она растворена в асфальте, в зелени, в кирпичной кладке стены. Он плотнее, чем небо, и плотнее, чем это. Вот что важно. И важно
это сохранять, если просто сравнить, не только с этим сравнить, но еще и с этим. Пейзаж выстроен на тонких отношениях, и как сделать его светоносным, задача очень непростая. На первый взгляд кажется, что так легко все это делается, но это обманчивое впечатление. Это довольно непросто написать солнце, которое падает на вот разные объекты. Для тех, кто изучает живопись, мне представляется важным посмотреть этот урок с тем, чтобы открыть в себе цвет, научиться мыслить цветом, тонкими отношениями цвета. Как только вы это почувствуете, живопись моментально изменится в этот же день. Важно почувствовать разницу тонких цветовых отношений. Я пишу и все поясняю. На пальцах, на палитре вы видите цвет, вы видите, как кладется, куда кладется, почему я рассказываю. Ну, в общем, вы сами все увидите. Вот такая небольшая реклама урока. Заходите, не стесняйтесь. Зелень, я имею в виду вот этого заборчика. Вот это более правдоподобно. Там есть кусочки в тени, кусочки на свету. И по возможности напишите нечто подобное. Пусть это не обязательно будет со сложной перспективой, но главное, пусть он будет солнечным. И пусть будет белое здание. Присылайте мне свои работы на видеоразбор. Эта опция доступна в моей онлайн-школе, называется «Консультации». Ну, розовенький.